Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Пайкмейкер. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Если вы путешествуете издалека, не первое, что может прийти вам в голову после долгого путешествия, это заслуженный отдых или, возможно, короткая остановка в центре приема гостей, чтобы узнать, что предлагают в этом районе, как и во многих других штатах. В нашем грядущем дополнении Arkansas для American Truck Simulator будет предоставлено об этих компонентах, что позволит приветствовать путешественников со всех уголков США. Центр приветствия. Во время вашего путешествия в Арканзасе вы сможете открывать для себя два центра приема. Оба предназначены как для посетителей, так и для водителей грузовиков. Первый находится в границе с Луизианой, где вы найдете множество парковочных мест, зону отдыха для дальнобойщиков, специальное накрытие, столы для пикника и, конечно же, самый главный приветственный центр с названием Элштата и официальное призовище построено из местного камня. Вы найдете второй центр приема гостей на границе с Техасом на шоссе US-71 и хотите, он имеет аналогичный дизайн, но отличный большой планировкой, парковкой и зоной отдыха. Дизайн самого главного здания был значительно обновлен в 2017 году, увеличив его размер из-за популярности и близости к границе штата. Регулярные перерывы на отдыхе жизненно важны для водителей, чтобы бороться с усталостью и сохранять бдительность во время вождения на большие расстояния. Хотя водителям необходимо останавливаться как минимум на 30 минут, не стесняйтесь останавливаться на отдых в одной из зон отдыха Арканзаса, когда захотите. Одной из таких зон отдыха, которую вы найдете, является зона отдыха Winter River, расположенная недалеко от живописной реки Уайт. Эта зона отдыха манит усталых путешественников своей спокойной атмосферой и живописными видами. Хотя центр приема и зона отдыха не являются обязательными остановками в путешествии, по закону вас могут обязать заехать на станцию взвешивания. Их цель обеспечить соответствие больших грузах транспортных средств весами и нормами штата, одновременно повышать безопасность дорожного движения и предотвращать повреждение инфраструктуры. Обязательно установитесь, если вы слышите что-то с работы сигнализации на станции взвешивания. Несоблюдение требований может привести к крупному штрафу. Учитывая все эти варианты установки, мы не замедляем нашу работу над дополнением Арканзас. Если вы в восторге от того, что этот штат вскоре появится в American Truck Simulator, обязательно добавьте его в список пожеланий Steam. До следующего раза продолжайте ездить на грузовиках. Ссылочка на данное DLC находится в описании данного видеоролика. В декабре 2023 года был выпущен 100-летний юбилей издания Keyword 68 для American Truck Simulator. Воспользовавшись этим моментом, мы поговорим с разработчиком, ответственным за дизайн грузовика в нашем последнем блоге под капотом. У нас была возможность пообщаться с Дэниэлем и Рэндзю, ключевыми участниками в воплощении в жизнь этого исключительного грузовика. Специальное издание Keyword 68 100 Years Events Edition демонстрирует ряд премиальных функций, включая решетку из Onyx, роскошный интерьер с красными акцентами, расширенные функции безопасности и улучшенную аэродинамику. Он отражает вековую приверженность Keyword, совершенству и инновации в дизайне грузовых автомобилей. Проект официально начался в ноябре 2022 года с посещением производственного центра Packers в Маунт-Верноне, Вашингтон, где мы собрали фотографические доказательства текстуры фотоконструкции. Моей основной ролью в этом проекте было создание внешних моделей грузовика и координация проекта. Поэтому что на заключительных этапах проекта было задействовано гораздо больше художников по автомобилям. Приступал к работе над интересным грузовиком в феврале 2023 года, в то время как разработчики экстерьера начались в августе 2023 года. Всего за 4 месяца до запланированного выпуска. Эффективная координация имела решающее значение для обеспечения современного завершения работы всех компонентов, говорит Даниэль. Разработчики этого грузовика были непростой задачей. Она должна была появиться в игре к концу 2023 года. Уложиться в сроки реализации проекта было непросто. Хотя работа над интерьером началась раньше. Работа над экстерьером были отложены из-за обязательства по другому проекту. Нам пришлось разделить задачи тщательно и координировать их выполнение, чтобы обеспечить гладкую отделку. Несмотря на трудности, я доволен результатом и надеюсь, что он доставил радость нашим игрокам, сказал нам Даниэль. Keyword отпраздновал свое 100-летие и имела, поэтому планировалось выпустить 68 100 Years Events Edition к концу 2023 года, когда я начал работать над проектом в феврале 2023 года. У меня было достаточно времени, чтобы подготовиться все заранее. Мы тщательно подходили к тому, чтобы грузовик выглядел наилучшим образом, говорит Рэндзю.
Добавление чего-то либо нового в нашей игры длительный процесс, требующий тщательной подготовки, как объясняет Даниэль. Работа над проектом всегда начинается с тщательного изучения фона. Изначально мы сфотографировали реальный автомобиль, чтобы собрать необходимые текстуры и фотограмметрические данные. Благодаря отличному сотрудничеству с Skateboard мы также получили файл SAT, обеспечивающий максимальную точность при переносе грузовика в 3D-модель нашей игры данные Sappers. В основном предоставленные собой 3D-чертежи для производства автомобилей, поэтому, несмотря на то, что это полноценная 3D-модель, ее нельзя использовать в игре из-за его сложности, поэтому нам нужно было воссоздать всю модель с нуля. Использование SADES только в качестве эталона имело в виду максимально возможную оптимизацию модели. Когда данные Sappers были недоступны для определенных деталей, мы использовали вместо их данные, полученных с помощью фотограмметрии. Основная часть работы включает в себя 3D-моделирование на основе этих данных, что является наиболее трудоемким этапом. После моделирования мы нанесли материалы и текстуры, а затем выполнили картирование для обеспечения належного отображения текстур. Доработки включают в себя соборку всех моделей, структурирование их в единую сцену. Для эксперта в игру этот этап включает создание файлов, определяющих параметры деталей грузовика и их экономическую ценность в игре. Наконец, готовая модель приходит к тестированию в сотрудничестве с отделом тестирования. Конечно, этот проект не мог бы осуществиться без великолепного сотрудничества Skateboard, который высоко оценил дизайнеры, работающие над этим грузовиком. Данные, представленные Skateboard, были превосходными. Мы получили от них все необходимые рекомендации, и весь процесс прошел гладко, говорит Рензю. Как уже было сказано выше, Рензю сосредоточился на интерьерах грузовика, а Даниэль руководил работой над экстерьером. Что ему понравилось больше всего, работа над приборной панелью и сиденьем была восхитительным опытом. Конечно, продукт превзошел мои ожидания, я невероятно горжусь им, сказал нам Рензю. Этот грузовик был очень интересным развлечением, поскольку в последние годы мне не так часто удалось моделировать такие крупные проекты от начала до конца. И из-за других моих обязанностей, благодаря впечатляющему современному дизайну Т-6080, я смог снова наслаждаться работой, особенно моделированием, спустя многих лет, говорит Даниэль. И что думаете о нем, ребята, стоящие за этим грузовиками? Даниэль сказал нам: я думаю, что новый Т-6080 действительно хорош. Это прекрасный пример современных аэродинамических, но резко очерченных изгибов. Моделировать грузовиков было приятно. Рензю согласился. Какой красивый грузовик, мне очень нравится его современный аэродинамический дизайн, а интерьер выглядит потрясающе, особенно новые цифровые приборные панели. Даниэль также рассказал о будущем этого грузовика и его предстоящих конфигурациях. Выпуск специальной версии за минуту начала, а не конец наших усилий. Это было празднование столетия Skateboard. Мы завершили дизайн интерьера для других выбранных кабин, и работа над экстерьером продвигается успешно. Грузовик будет предлагать стандартные варианты кабины и шасси, а также знакомые аксессуары для наших игроков. Кроме того, он будет полностью совместен со всеми нашими пакетами для покраски. Большую часть работы также проделали мистер Сэнда, который изготовил красивый прицеп для этого грузовика, чтобы предоставить его нашему Best Covers. Это также потребовало много предварительных исследований и усилий. Для меня было частью и удовольствием участвовать в этом замечательном проекте. Мы посчастливилось познакомиться с ребятами и Skateboard на выставке Tracksport в 2018 году, понять их концепцию, пересканироваться к самому грузовику. Это было огромное преимущество для финального видео. Мне нужно было вложить как можно больше информации в относительно снятый материал, который длится около минуты, чтобы вызвать нужное волнение. Каждая деталь сама по себе говорит о любви вложенного производства. Я верю, что игрокам нравится управлять этим Skateboard в нашем виртуальном мире. Ссылочка на данный видеоролик находится в правом верхнем углу экрана. Мы надеемся, вам понравилось знакомиться с разработчиками юбилейного выпуска Skateboard Т-6080. Не забывайте подписываться на нас в Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, чтобы не пропускать новости о наших проектах. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей, и вы сможете посмотреть этот фейл момент.
Хотя водители грузовиков играют ключевую роль в перемещении товаров по Америке, они часто являются частью более масштабного процесса, обычно включающего несколько видов транспорта. Один из таких вот сетей, которая распространена по всему штатам, является сеть железнодорожных дорог, простирающая на тысячи миль по всей стране. В дальнейшем предстоящем дополнении Небраска до American Truck Simulator вы найдете большие, чем просто железнодорожные пути. Небраска является домом для богатой истории, включая Орегонскую тропу, исторический маршрут, сыгравший ключевую роль в расширении Соединенных Штатов на западе в 19 веке. Хотя Небраска не был самым длинным участком маршрута, он имел большое значение как проход через великие равнины. Наша команда воссоздала некоторые достопримечательности и исторические указатели, предлагать информацию и просвещение о тех, кто путешествовал по тропе, который можно найти на обочинах дорог рядом с первоначальным маршрутом тропы. Обязательно следите за нами, путешествующими по Небраске. Давайте вернемся в нужное русло и познакомимся вас с некоторыми железнодорожными станциями, которые вы найдете по всему штату. Небраска является важной частью железнодорожной сети США. Настолько важно, что вы будете часто ездить рядом с поездами. Когда все эти поезда стоят на путях, куда они отправляются, когда им нужен отдых или техническое обслуживание. Конечно же, на железнодорожную станцию, где в Небраске находится крупнейшее в мире железнодорожное депо, более известно как Бейли Ярд, расположен в Норт-Платте. Этот впечатляющий район обслуживает 10 тысяч железнодорожных вагонов каждые 24 часа. Возможно, вы даже сможете увидеть знаменитую башню Золотой пик, которая находится в центре для посетителей, откуда открывается уникальный вид для туристов. Наша команда продолжает усердно работать в этом уникальном отрасли. Как вы можете себе представить, существующее множество деталей, которые стоит попробовать втиснуться и воспроизвести. Вы также найдете множество других небольших железнодорожных станций по всей Небраске, на некоторых из которых вы сможете доставлять грузы в таких городах, как Альянс, Омаха и Норт-Платт. Мы надеемся, что вы оцените работу и масштабность предоставленной интермодальной отрасли в этом предстоящем дополнении. Все на борт, отправляйтесь в Небраску. Рады совершать путешествия в Небраске в American Truck Simulator. Следите за последними новостями в наших социальных сетях, Twitter, Facebook, Instagram. И обязательно добавьте дополнение Небраску в список пожеланий Steam. Если следующего раза продолжайте возить. Ссылочка на Небраску будет в описании данного видеоролика. Ранее мы опубликовали блог о отраслях промышленности и перекрестках, которые вы можете найти в регионе Рейрур в Германии. Однако сегодня мы рады поделиться с вами более подробной информацией о самих городах. Наша небольшая команда по переделке упорно трудилась, чтобы полностью перестроить эту область. Давайте посмотрим поближе, не так ли? Все города были переработаны с нуля, рассказывает Ива, одна из наших картографов. Мы уделили предыдущую карту, которая очень хорошо представила регион Рейланд. Затем мы создали совершенно новую городскую структуру, которая больше отражает местную вокруг района. Мы построили с максимальным использованием наши пространственные возможности на карте и запечатлели Рейденскую область как можно реалистичнее, включая плотное население отрасли промышленности и в конечном счете ее размер. Это будет огромное изменение по сравнению с базовой картой. Одна из самых больших изменений, которые заметят игроки, это плотность дорожной сети. И его объяснять. Теперь можно будет заглянуть в самое сердце некоторых городов и ощутить контраст между промышленной зоной и самим центром. Осмелились сказать, нам запечатлели лучшие из каждого города. Кёльн. При переделке города Кёльн мы хотели бы точно передать размеры реки Рейн, которая протекает через несколько городов в этом районе, и самым известным из них является Кёльн. Благодаря этому включению теперь можно ехать прямо вдоль набережной и любоваться культовыми зданиями и достопримечательностями Кёльна. Сюда входят такие мосты, как Гогенцоллернбереке, пешеходный и железнодорожный мост с тремя харизматичными волнообразными арками, расположен неподалеку, возможно, от одной из известных достопримечательностей города, Кёльнского собора. Возможно, вы даже проезжаете по этому мосту, если когда-либо прибывали на поезде, часто с задержками. Главный железнодорожный вокзал города. Среди других достопримечательностей Кёльнский дворец и многие другие знакомые здания. Вы также можете с нетерпением ждать, когда увидите трамваи, курсирующие по городу. Эти трамваи также появляются во всех других городах, упомянутых в этом блоге. Мы также рады объявить о добавлении А3, крупного автобана, соединяющего Кёльн с Франкфуртом. Мы надеемся, вам понравится заново открывать для себя этот популярный город.
Дюссельдорф. Любите достопримечательности, тогда обязательно посетите Дюссельдорф, поскольку многие из них ждут вашего знакомства. От строительства 2 новых церквей до современных архитектуры. Есть множество причин путешествовать по нашим новым городам, некоторые из которых проходят прямо через город. Однако, если вам не нравится достопримечательность, вы можете рассчитывать на доставку грузов на металлургические заводы и автомобильные автофабрики, расположенные недалеко от центра города и обратно. Если вы хотите поднять доставку до новых высот, вы также можете посетить аэропорт Дюссельдорфа, где есть аминированное наземное метро. Дортмунд. Если вы предпочитаете проезжать через промышленные зоны, Дортмунд для вас здесь нет извилистых дорогах и больших перекрестках. Вы найдете некоторые из наших крупнейших промышленных складов, в составе которых входят такие знакомые внутриигровые компании, как ИК, ЛКВ и ETSIS. Не пропустите доставку в этот оживленный центр и обратно. В этом городе будет доступно множество контрактов на работу. Не забудьте также использовать цвета местной футбольной команды, желтый и черный. Дуйсбург. Как многие из вас, возможно, уже знакомы, Дуйсбург – оживленный город и не только с точки зрения численности населения, но и с точки зрения дорог. Расположен между несколькими другими крупными городами, он служит важным центром промышленности не только на суше, но и на воде. На реке Рейн расположены одни из крупнейших в мире внутриигровых портов Дуйсбургсхавен, который является ведущим логистическим центром в Европе, обрабатывающий более 20 тысяч судов и 25 поездов в год. Порт обрабатывает огромные 3,6 миллиона контейнеров в год. Это одна из крупнейших промышленных зон, которую мы не могли пропустить. У вас также будет возможность ездить в центр самого города, где вы найдете ратушу Дуйсбурга, церкви Швантенберикю, культовый мост с вертикальным подъемом, расположен в городе. Игроки также смогут проехать по Рурберикю вдоль 2 новых мостов, которые соединят вас с дорогой частью города, где вы сможете найти множество других достопримечательностей. Вы также сможете проехать по автомагистрали Е40, которая проходит через город, где есть знаменитый перекресток Кройц-Кейзенберг и многое другое. Предстоит узнать еще так много интересного, что мы не смогли вместить в этот блог, включая некоторые дороги, которые лучше всего скрыть. За эти последние 2 года нашей небольшой команде, состоящей в основном из 2-4 человек, удалось переработать этот блог через 4 городов, которые визуально могут практически слиться в один мегаполис в пользовательском интерфейсе. Мы действительно надеемся, что вы цените время и усилия, затраченные на изучение этого региона. Мы еще больше рады, что вы сможете исследовать это его самостоятельно. А пока мы с нетерпением ждем ваших мыслей об этом мегапроекте и о том, чего вы ждете больше всего. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей. И вы сможете посмотреть этот файл-момент. Вы знаете, недавно у меня был стрим. Если вы не смотрели данный стрим, то ссылка на этот стрим будет в правом верхнем углу экрана. Мы там проходили новое мероприятие, посвященное Дню Святого Валентина. И как я упомянул в этом на этом стриме, то, что мы не прошли до конца, и то, что я проеду за кадром все оставшиеся грузы. Я успел проехать, неожиданно, но успел проехать до конца недели, потому что сегодня это мероприятие уже заканчивается. На экране вы видите доказательства, то, что я получил все награды, кроме глобальной награды, потому что еще нельзя забрать. А вы успели? Напишите прямо сейчас под этой новостной неделе. А с вами был, как всегда, я, Михаил с канала Пейкмейкер. У нас будет полное действие, которое сейчас видите у меня на экране. На лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока.